Почти целый месяц велись поиски 25-летней студентки Лизы, которая потерялась в диких лесах Алабамы. Когда надежды почти ни у кого уже не осталось, девушку обнаружили, не сказать, чтобы невредимую, но живую. Как она смогла выжить 28 дней в глухом лесу, полном диких зверей и ядовитых животных, остается загадкой. Местные полицейские называют это не иначе, как чудом. Лес в Алабаме. Девушку обнаружила Джуди Гарнер, которая ехала по своим делам по шоссе в субботний вечер, когда вдруг краем глаза заметила кого-то в глубине леса. Джуди сначала подумала, что это какое-то дикое животное, может олень, но что-то все-таки заставило ее остановить свой автомобиль и выйти посмотреть поближе. Каково же было ее удивление, когда вместо оленя Джуди увидела обнаженную девушку. Ее состояние было довольно плачевным, вся кожа была в царапинах и укусах, волосы запутались, превратившись в огромную грязную копну. Судя по фигуре, девушка явно была истощена, да и морально также ей было тяжело. Незнакомка плакала и умоляла не оставлять ее здесь, в лесу. Спина Лизы после того, как ее нашли в лесу. «Меня начало трясти», — вспоминает Джуди. «Я сама заплакала, а потом испугалась. Я не знала, что мне делать, как поступить в этой ситуации. Я попросила девушку остаться на месте, сказала, что принесу ей немного воды из машины. А когда я подошла к автомобилю, я позвонила в полицию и рассказала им, что нашла у дороги девушку. Пострадавшей оказалась Лиза Серис, которая пропала за 3 недели до этого дня. Девушка потерялась 23 июля, убежав в лес от 2 мужчин, с которыми она была в тот день. Менли и Рэндалл были арестованы через 2 недели после исчезновения Лизы, и именно от них полиция узнала, где нужно искать девушку. Согласно их истории, они втроем ехали на грузовике к домику лесника. Мужчины ворвались в домик и украли имущество общей сложностью на сумму в $50 тысяч. Во время допроса оба мужчины сказали, что Лизы с ними в тот момент не было, так как, узнав об их планах, она разозлилась и испугалась, выскочила из автомобиля и просто убежала от них в глушу леса. По крайней мере, так звучала одна из версий. Когда им сказали, что выжить 2 недели в местных лесах невозможно, они стали обвинять друг друга в убийстве, и один из них даже сказал, что видел, как второй выстрелил Лизе в голову и сбросил тело в заводь. Полицейские несколько дней исследовали собаками берега водоема, водолазы исследовали дно, но ничего не нашли. Так как девушка совершенно не знакома с местностью, неудивительно, что она очень быстро заблудилась в местные леса, очень густые, в них мало тропинок, зато много диких животных. Полицейские подозревают, что девушка большую часть времени ходила кругами, как это часто бывает с людьми, которые не знают, как вести себя в лесу. Но что самое поразительное, это тот факт, что она вообще выжила. Алабама известна огромным количеством ядовитых змей и пауков. В этих лесах даже водятся ядовитые гусеницы и муравьи. Кроме того, в этой местности нет рек, а значит и нет доступа к питьевой воде. Именно поэтому для полицейских было шоком обнаружить девушку живой после 3 недель. 2 мужчин, которые были с Лизой в день исчезновения, давали противоречивые показания, обвиняя друг друга в убийстве девушки. «Я делаю свою работу уже 15 лет, и я еще ни разу не видел ничего подобного», рассказывает сержант Чад Фолкнер, служащий в местном округе. «Ее сила воли, стремление выжить просто невероятны. Мне не нравится употреблять слово «чудо», но иначе, кроме как чудом, это не назовешь». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.